Представь себе человека. Этот человек каждое утро очень рано встает, читает Библию, молится, не пьет, не изменяет. В церкви каждое воскресенье. На служении он улыбается, говорит всегда правильные слова. Публикует правильные посты в социальных сетях. Все вроде бы в его жизни правильно, все по протоколу. Но если ты сможешь с ним остаться один на один и действительно спросишь у него честно: а ты чувствуешь Бога? То, возможно, его ответ может удивить. Нет. Уже давно нет. Этот ответ будет, скорее всего, даже не просто неожиданным, а ошеломляющим. Я называю это зомби-верой. Человек ходит, говорит какие-то правильные вещи, делает правильные поступки, но внутри все равно пусто, как будто свет выключили. И на самом деле это не просто единичный случай, а какая-то эпидемия, о которой никто вслух и не говорит. Ну а зачем говорить, если снаружи все выглядит хорошо, все выглядит прилично? И сегодня я хочу поговорить именно об этом. Недавно мне написал один человек. Написал достаточно большое и очень личное сообщение. И я несколько раз это сообщение перечитывал, останавливался, размышлял. И, там было приблизительно такое содержание. Ник, привет, я верующий уже больше 20 лет и делаю все, что нужно. Я молюсь каждый день, читаю слово, хожу в церковь, соблюдаю пост, не пропускаю служения. И вообще список того, что я делаю, очень длинный. И я не могу понять, почему внутри меня все равно пустота. Как будто кто-то выключил свет и ушел. И даже когда я молюсь, я чувствую, что я как будто разговариваю со стеной. Я читаю Библию, но такое ощущение, что я читаю обычную газету. Есть слова, есть текст, но нет в этом жизни. И честно, я боюсь того, что это состояние навсегда. Боюсь, что я что-то сделал не то, и Бог от меня отвернулся. И я сейчас пытаюсь делать еще больше, пытаюсь еще больше молиться, еще строже жить, соблюдать все правила, все законы. Но, честно говоря, лучше не становится. И вообще я чувствую, что становится только хуже. И вы знаете, когда я это прочитал, я не стал сразу отвечать, потому что я, в общем-то, узнал в этом себя. Да, был период в моей жизни, о котором я уже рассказывал на своем канале, когда я делал все правильно, служил в церкви, читал, молился. Можно было поставить везде галочки, что я молодец, все выполняю. Но в это время внутри была какая-то вата. То есть ни радости, ни ощущения, что он рядом, ни того огня, который был в самом начале. И я помню, как я читал Библию и ловил себя на мысли, что думаю о чем угодно, кроме того, о чем я сейчас читаю. Я прочитал главу и не помню вообще ни слова. И я молился и сам слышал, насколько это звучит механически. Как будто я просто сдаю отчет или экзамен. Не имею личное отношение в этот момент с Богом, а прихожу и отчитываюсь. И тогда у меня был один вопрос. Что вообще произошло? Куда ушел Бог? А потом я понял кое-что важное. На самом деле Бог никуда не ушел. Ушел я. И я ушел не ногами. Я не физически ушел, а просто вот внутри ушел.
Незаметно, постепенно, и даже сам не заметил, как это произошло. Давайте я попробую объяснить, как это работает. Потому что это происходит не вот так вот моментально, а оно очень постепенно, очень медленно происходит. И именно поэтому это опасно, потому что мы этого не замечаем. Представь себе, вот ты приходишь к Богу живой, может быть сломленный, может быть уставший от жизни без смысла. И ты чувствуешь Бога, ты его реально чувствуешь, все эти эмоции, чувствуешь, что внутри что-то меняется, появляется жажда, желание знать Бога больше. И вот ты в церкви, и церковь тебе говорит: хорошо, теперь слушай, ты должен делать вот это и не делать вот это. Ты должен ходить туда, но не ходи сюда. Одевайся так, с теми не общайся, это не слушай, то не смотри, здесь сиди тихо, там не задавай вопросов. И ты начинаешь это все выполнять. Сначала с радостью, потому что ты любишь Бога, ты хочешь быть правильным и жить правильно. И на самом деле это классно. Но проходит время, и что-то незаметно смещается. И ты просто начинаешь уже выполнять правила не потому, что любишь Бога, а по привычке, механически. Потому что есть закон, есть правила, так положено. Все так делают. И, естественно, я должен так делать. И если я так не сделаю и не буду так поступать, то мне, конечно же, будет и неловко, и страшно. А вдруг кто-то увидит? Вдруг люди узнают об этом и начнут об этом говорить. И потом наступает следующий этап. И здесь самое интересное. Ты перестаешь вообще задумываться, зачем. Ты просто делаешь на автомате. Встал, почитал, помолился, пошел. Все, программа запущена, программа выполнена. И отношения с живым Богом в этот момент превращаются просто в какой-то религиозный порядок дня. То есть есть список, и ты по нему просто идешь. И знаешь, что самое страшное в этом? Ты просто этого не замечаешь, потому что снаружи все выглядит правильно, все галочки стоят, ты делаешь то, что ты должен делать каждый день, и каждый верующий человек должен делать. Но вот только Дух Святой не живет в этих галочках, потому что Он личность, Он хочет отношений, Он не хочет отчетов, выполненных заданий, Он хочет именно живых отношений, личных. Представь себе, ты приходишь домой к жене или к мужу, садишься и говоришь: так, по плану на сегодня 10 минут разговора о чувствах, потом совместный ужин, потом, в общем, дальше по списку. Я не думаю, что это звучит нормально и адекватно именно в рамках отношений. Потому что это уже не про отношения, а просто это какой-то протокол. Но, к сожалению, именно так многие из нас и общаются с Богом. И вот человек, он начинает чувствовать пустоту, и первое, что начинаешь делать, угадайте что? Правильно, начинаешь делать больше. Больше молиться, дольше читать Библию, строже соблюдать посты, еще одно служение в неделю, еще одна группа, еще один курс по изучению Библии. Ну, логика на самом деле понятна. Человек думает: я потерял Бога, значит, я недостаточно старался, значит, надо стараться больше. Но проблема-то не в этом. Ты пытаешься заработать то, что никогда не продавалось. Присутствие Бога — это не награда за правильное поведение. Поймите, это не бонус для самых дисциплинированных. Это не то, что можно получить, если набрать достаточно очков в системе. Это не работает таким образом. Потому что это дар. Понимаете? Дар, который был дан тебе, когда ты пришел к нему с пустыми руками. Ничего не заслуживая. Просто пришел такой, какой ты есть. Потому что это невозможно заслужить. И вот ирония. Потому что именно попытка заработать его обратно, получить Бога обратно таким образом, отодвигает тебя еще дальше. Потому что ты переключаешь свой
фокус с Бога на себя, на свое поведение, на свои достижения, на свою праведность. И именно это и есть дух религии. Не грехи делают тебя далеким от Бога, а вот эта самодостаточность, ощущение, что я сам могу все починить, сам все исправить, если я буду стараться. Вы помните, как Павел писал Галатам? Он буквально сказал: вы начали духом, а теперь хотите закончить плотью? То есть вы начали живой верой, а теперь пытаетесь дойти до финиша своими усилиями? Но это так не работает. Поймите просто, что это не новая проблема. То есть она еще со времен апостолов длится. И хочется в этот момент вспомнить историю одного человека из Библии. Петр. Да, тот самый апостол Петр. Я думаю, если вы читали Библию, вы помните момент, когда Иисус идет по воде, ученики в лодке, шторм, паника. И вдруг они видят, что кто-то идет по волнам. Страх. И только Петр один из всех кричит: «Господи, если это ты, скажи мне прийти к тебе по воде». И что делает Иисус? Он говорит: «Иди». Петр выходит из лодки, и он идет по воде, он реально просто идет по воде. И это звучит, необычно. И что происходит потом? Петр смотрит вниз, видит волны, чувствует ветер и начинает тонуть. И на самом деле многие христиане знают эту историю как пример неверия. Что-то типа там Петр усомнился, вот и начал тонуть. Будь как Петр до того, как он посмотрел вниз. А мне кажется, что эту историю нужно рассматривать с другой стороны. В тот момент, пока Петр смотрел на Иисуса, он шел. Просто физически невозможную вещь совершал. Но эта вещь происходила не потому, что у него была правильная техника хождения по воде, не потому, что он много молился перед этим, не потому, что он соблюдал все правила, а просто потому, что в этот момент он смотрел на Иисуса. И как только он переключил свой взгляд на волны, на ветер, на обстоятельства, он тут же начал тонуть. Вот и весь механизм зомби-веры. Не грехи тебя топят, не недостаточное количество молитв, а просто переключенный взгляд. Ты перестаешь смотреть на него, начинаешь смотреть на правила, на свое поведение, на то, что о тебе думают в церкви, начинаешь думать, а достаточно ли я хорош, и все, ты тонешь. На самом деле в Библии есть еще один человек, о котором я уже говорил и буду еще много говорить. Человек, которого Бог называет человеком по сердцу своему. И мы все знаем, что это Давид. И когда я впервые по-настоящему прочитал его историю, я просто был шокирован. Потому что Давид далеко не образцовый христианин по меркам большинства церквей. Что делал Давид? Он убил человека, причем намеренно послал его на гибель, чтобы забрать его жену. Он изменял. У него было несколько жен. Он бывал жестоким. Делал какие-то серьезные вещи, которые на самом деле просто невозможно оправдать. И при всем при этом Бог называет его человек по сердцу моему. Как такое возможно, подумает любой человек. Но ответ мы можем увидеть в 15-м псалме, который я уже цитировал. Давид пишет там одну фразу: «Я всегда видел перед собой Господа». Не я всегда был безгрешен, не я всегда делал все правильно, не я всегда там не пропускал жертвоприношения, а именно я всегда видел перед собой Господа. И мы снова пришли к тому, что это и есть секрет. Не наше безупречное поведение, а взгляд, который всегда сосредоточен и всегда возвращает нас к Богу, так же, как и Давида.
Давид падал, возвращался, ошибался и снова приходил к нему. Злился, плакал, кричал, сомневался. Но все равно все это он делал вместе с Богом, не отходя от Него. Вот что значит живая вера. Это не отсутствие падений, а то, что после падения ты идешь не прятаться, а идешь к Нему. И как же из всего этого выйти? Здесь я не буду давать каких-то списков шагов, потому что когда есть какие-то списки, то это уже становится частью религии. Это очередная система, это такое: сделай это, получишь результат. Но я хочу сказать одно: перестань пытаться заработать его присутствие. Просто перестань. Вместо этого просто приди с тем, что есть, с пустотой, со всей своей усталостью, со всей своей злостью, с этим ощущением, что внутри никого нет. Просто приди и честно скажи: Бог, я не чувствую Тебя, я не знаю, что происходит, я устал делать правильные вещи и не чувствовать ничего. И вот я здесь не потому, что я должен, а просто здесь перед Тобой, такой, какой я есть. И знаешь, что интересно? В притче о блудном сыне отец не ждал, пока сын придет и скажет правильные слова. Там сказано: отец увидел его издалека и побежал. Он не ждал, пока сын дойдет. Он не дожидался правильной речи от сына. Он просто побежал навстречу ему. Он не ждет, пока ты станешь достаточно хорошим, чтобы заслужить его присутствие. Он уже бежит навстречу к тебе. Вопрос только: повернулся ли ты в его сторону? И если ты сейчас в этом месте, если ты сейчас в этой пустоте, в этой усталости, в этом ощущении, что вера превратилась в обязанность, то я просто хочу, чтобы ты сейчас услышал одну вещь. С тобой все в порядке. Ты не сломан, ты не проклят, и Бог от тебя не отвернулся. Ты просто устал делать то, что не работает. И это хорошее место для начала. Это хорошая точка отсчета. Напиши мне в комментарии одно слово: пустота, если ты узнал себя в этом видео, чтобы я понимал, что я не один, кто проходил через это. Спасибо большое, что в очередной раз были со мной, что дослушали это видео до конца. Спасибо за то, что подписываетесь, поддерживаете меня, делитесь этими видео, ставите свои оценки. Я очень ценю это. Пусть Бог вас всех обильно благословит. Всех люблю, обнимаю, благословляю. Пока-пока.